Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Сентябрь. Знаки судьбы. Второй прогноз. Давайте с вами узнаем, что нам подскажут карты. Из знаки судьбы мы достанем 3 карты. Конечно, сделать прогноз со всеми нюансами невозможно. В сентябре ожидается очень много событий, и в том числе информационный поток иногда нас может так это немножко выбивать из колеи. Но в целом прекрасный месяц. И я, по крайней мере, вижу добрые энергии сентября. И транзит Солнца в Деве, а это критическое мышление, это некоторый порядок, когда мы можем упорядочить свою жизнь, причем понимая, для чего мы это делаем. И одновременно Марс в весах. Мы знаем, что Марс– это планета активности, жизненной энергии, но в весах мы больше склонны договариваться. И получается такая конфигурация, когда мы в тех же энергиях где-то находимся, как и окружающий нас мир. Все больше склоняется к тому, чтобы либо что-то упорядочить, уметь договариваться, адаптироваться. И поэтому в целом палитра событий, она для каждого из нас может сложиться более удачно. Какой-то жизненный лабиринт, может быть, закончится, мои дорогие. Возможно, это касается и вас самих, но вот эта организация в разных сферах жизни, она нам придает уверенности. Многое мы, согласитесь, не можем с вами отменить. Или на многое мы вообще не влияем. Но, видимо, шаг за шагом будет понятно, к чему это все идет. И нам самим больше захочется и определенности, и порядка. Как соединение наших желаний и внешних событий. Иными словами, реальность будет постепенно расставлять все по местам. И я так думаю, что уже в первой декаде сентября мы видим свою траекторию, продолжение, чем мы будем заниматься. Больше ясности в целом наступает. Давайте достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Первый знак судьбы, второй, а потом мы раскроем, что это значит и к чему все идет. И третий знак судьбы, как ключевые события. Итак, первая карта. Влюбленные. Конечно, карта будет говорить о том, что это ситуация выбора. Конечно, может быть, это и у вас какой-то на кону выбор стоит, но эта карта еще и личной жизни, влюбленная. У кого-то выбор в личной жизни, мои дорогие, но много эмоций будет, не без этого, но тем не менее, как будто важное решение вам нужно принять. Понятно, у каждого в своей области, сфере жизни, у кого-то и личная жизнь, у кого-то будет пересекаться с работой, с творчеством. Давайте узнаем, вот чего касается выбор, что это значит. Достанем еще карты. Королева Пентаклей– это та, которая умеет отстроить свое благополучие практически с нуля, а из любого бардака и хаоса навести порядок. Ну вот, может быть, и вы, мои дорогие близнецы, будете вот в таком состоянии духа, души, да, когда вам больше хочется и дома, чтобы у меня был порядок, и в жизни моей личной, и в работе, опять же. Все важно для королевы Пентаклей. Для кого-то, может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, или вообще ничего не имеет, но значит человек в таких энергиях. Это надежные люди. Те, которые, ну, к примеру, даже, да, если мы говорим часто ведь по королеве Пентаклей или королева Земли в этой колоде проходят наши близкие, супруги. Ну, мы не рассматриваем по полу карту, поэтому, мои дорогие девочки, это, конечно, и вы сами можете быть, но это может быть и супруг или ваш партнер, то есть дела семейные, дела пары где-то, но и одновременно ваше творчество, откуда к вам приходят деньги. А вот по части творчества тут особенно хорошо. Монетизация, может быть, рассмотреть, если до этого у вас, к примеру, был личный блог или вам что-то нравилось делать. Может быть, это ремесло было даже как хобби. Надо подумать о вторичном доходе. Но и по этой карте это могут быть и вопросы, связанные с детьми. Но, наверное, очень хорошая карта на предмет определиться, организовать, навести порядок, все то, что я говорила до карт. Что это еще значит? Праздник, мои дорогие. Может быть, этот выбор
И правда предстоит сделать. Иногда об этом говорит карта, иногда говорит о надежной дружбе, друзьях. Может быть, выбор, когда вы, мои дорогие, так пошире посмотрим, но фильтруете свое окружение, кому я могу доверять, а кому нет. Вот по королеве Пентаклей таким людям можно доверять. Может быть, и еще и карта будет говорить о том, что, вы знаете, вы даже если прежде, например, для тех пар, если уж мы смотрим, да, и влюбленные, тут у нас кубковая карта, и королева Пентаклей, если в вашей паре были какие-то недомолвки, неопределенности, не смогли договориться, или, ну, вот как-то вы не совсем поняли друг друга, значит, в сентябре знак судьбы, договаривайся, у тебя все получится, и вы вполне вероятно, вот этот праздник вы себя поблагодарите, что, может быть, какой-то правильный выбор сделали именно в части личной жизни, но что-то подобное может проиграться и в сфере финансов, откуда к вам приходят деньги. И мы ожидаем, что у нас цифровая эпоха сейчас, и где-то вот-вот электронные системы взаиморасчета, вот именно сама система, она тоже будет меняться, и нам нужно быть как минимум к этому готовыми. Может быть, нам и придется что-то доизучить, кстати. Мы все разные, правда? И для кого-то это, ну, мы не предполагали. И, может быть, перестроиться, да, вот, к примеру, вы получали вашу заработную плату, ваш доход через кэш или там как-то, ну, наличными, да, а здесь придется осваивать какие-то новые сервисы. Но это, наверное, единично так, да, но в основном, посмотрите, три добрые карты и на любовь, и на дом, на дела домашние, на обустройство дома, на то, чтобы даже подумать, может быть, с нуля, как я говорила, о вторичном доходе или задуматься, допустить эту мысль. И правда, Уран в вашем знаке зодиака, а Уран, как известно, все дробит. Поэтому будет хорошо, когда есть один доход и еще какой-то вот один тоже имеется. Поэтому стоит что-то начинать. Что это означает? Тут как будто по судьбе. И в этой колоде это карта кармы. Вам действительно по судьбе. У вас партнер по судьбе. Может быть, вы будете определяться в ваших отношениях, решать для кого-то, проживаем мы вместе, если вы недавно встречаетесь, а кто-то, может быть, и торжество будет планировать, кто-то, возможно, и встречу. Но, знаете, по этой карте, безусловно, мы что-то делаем по закону. У кого-то вот по закону оформления могут быть, ну, как и согласование в высоких инстанциях, может быть, подписание договоров, соглашений, пересмотр контрактов, тут и по работе, у кого-то брачных контрактов, а у кого-то оформление отношений. Вы тоже можете задуматься. Вот интересно, вот с таким надежным человеком. Ну, а для тех, кто семейный человек в паре, вот какие-то даже неопределенности вы можете здесь устранить. И причем сделать это как-то красиво, элегантно, когда вы, мои дорогие близнецы, останетесь довольным. Но, безусловно, всегда по аркану юстиция у нас идет причина и следствие. Это как аркан справедливость. И как мы поступили прежде, ну, тот эквивалент мы получаем и теперь. И поэтому, с одной стороны, вот этот закон кармы, помощь высших сил к нам приходит тогда, пусть кому-то мы помогли, то теперь пространство, Вселенная, пусть руками других людей, но нам эту помощь, что-то вот доброе, то, что мы совершили, нам возвращает. Но тут может быть и такая история, когда если вы что-то сделали не очень хорошо или сделали, допустили в чем-то ошибку, нам на доработку тоже пространство Вселенная может вернуть какой-то вопрос, чтобы вы все расставили по местам, навели в своей жизни порядок. Так вот, давайте узнаем, а к чему все идет? Тут сам по себе закон еще говорит, действуй так, как согласно закону. Или как принято, может быть, в вашем обществе, менталитетом. Но все же это больше бумага такая, карта точнее, которая подразумевает какую-то юридическую бумагу или юридическую силу. Поэтому даже вот вне зависимости от ваших намерений, мои дорогие близнецы, если вы сделаете что-то по закону, вас как будто закон бережет. Так вот, к чему все идет. А вот сложно будет вам справиться со своим эго. Для кого-то, я допускаю, эта страсть вспыхнет с новой силой даже в парах, которые очень долго в союзе, и, может быть, отношения подувяли. Но вот это со знаком плюс. Кстати, ну, дела финансовые могут пойти на подъем.
Для тех из вас, кто долго ожидал деньги, это ваши заработанные именно деньги. В данном случае 15-й аркан, он тоже с плюсом проигрывается. Когда вот заплутали ваши деньги, вы не получили их вовремя, какой-то гонорар. Вот, скорее всего, вы их получите в сентябре, это точно. Или это карта материализма. Ну, и самому нельзя застрять в материализме, мои дорогие. У вас влюбленные, да, есть выбор. Но карта влюбленной больше нам о чувствах говорит. И не поставить жесткий материализм, такой скупой, сухой, на место чувств. Может быть, вам и не нужно выбирать между материализмом и чувствами. Вам нужно все объединить, сложить в какой-то единый узор, пазл, вот какая-то мозаика жизни. Правда, какая-то путаница у вас должна быть устранена. И не потому, что вы что-то одно выбираете. А тут ведь карта нам говорит, сепарация только иллюзия. Ты попробуй это объединить. Как объединить две какие-то, два направления дохода, ну, как две работы или две сферы занятости. Попробуй определить и чувства, и вот это благополучие, материализм. Просто наведи порядок в своей жизни. Тут не совсем какой-то жесткий выбор, который вас вот в этой клетке словно может и замкнуть. Как можно выбрать между чувствами и материализмом? Наверное, невозможно. И мы тогда застреваем, сидим, нам как будто сам ангел открывает эту клетку, а тут мы находимся, клетка золотая нам показана. Поэтому, правда, материализм не ставьте на первое место. Вот это будет очень важно. Это будет как иллюзия. Вам нужно отделить зерна от плевел, к чему все идет. Но вот привести мысли в порядок, карта говорит. Карта говорит о медитации, об отдыхе. Поэтому вообще волшебное время. Встречи, любовь, эмпатия, нежность, страсть. Ну и где-то, может быть, и отдых. Пусть это отдых в дни где-то сентября, ну, несколько дней даже, да. Но, видимо, даже эти дни, они оставят в вашем сознании, в вашей жизни, ну, такое не просто даже след или ощущение, а как что-то важное у меня сейчас происходит, и мне, правда, нужно с чем-то определиться. Больше говорит мысли в порядок, да, то есть когда мы все расставляем по местам, по полочкам, ну, может быть, просто никуда не торопимся. У кого-то может быть отдых, почему нет? Еще в сентябре можно захватить, поймать теплые деньги. К чему все идет? Вот смотрите, мои дорогие близнецы, у вас нет ничего невозможного. Карта победителя. Поэтому из любой сложной ситуации, запутанной, вы можете выйти победителем. Но не расслабишься. По этой карте мы должны удерживать те позиции, которые достигли. Безусловно, карта успеха. Это вас радует. Но, смотрите, у вас выпадает шестерка жезлов и 15-й аркан эго. Здесь имеется в виду и самоконтроль. Но мы знаем, самоконтроль – это где-то мы стремимся к самоуверенности, а вот 15-й аркан – это самонадеянность. И когда мы думаем, что мы все знаем или мы абсолютно во всем уверены, нам очень часто судьба дает такой парадокс жизненный, когда нам как раз может все перевернуть с ног на голову. Вот будьте внимательны, потому что не должно быть каких-то иллюзий. Вы тоже можете ошибаться. Человек может ошибаться. Тут именно направлено на взаимопонимание что-то должно быть. И неважно, какой сферы это касается. Личная жизнь, ну и деньги. Тут для вас можно все сложить в единый, повторюсь, красивый узор. Но правда, второй знак судьбы. Любовь, эмпатия, мои дорогие, эмоции. Но карта нам говорит, наслаждайся моментом. Правда, у вас какие-то радостные события могут быть в сентябре по части чувств и личной жизни, любви. Это волшебно. Но также нам говорят, ты пока не торопись. И самое главное, не драматизируй. Потому что мы тут можем, видимо, где-то подзастрять, начать чувства перекладывать на рационализм. А это сделать, как известно, просто невозможно. Поэтому насладись моментом, порадуйся. Добрая энергия входит в твою жизнь. Хорошо, мои дорогие, давайте узнаем, что это значит. Тут ведь тоже это радость. Вообще тут романтика нам прописана. Может быть, это какая-то поездка или ваше какое-то решение. По рыцарю жезлов это и неожиданности. Будьте готовы к неожиданностям, мои дорогие. Какие-то приятные события будут. Может быть, это вам придется быстро принимать решения.
а кому-то из вас собраться в дорогу. Или, может быть, дорога недалеко, в какую-то инстанцию, к чиновнику, узнать, как работает закон, или как вы можете осуществить какое-то дело, и не откладывайте на завтра. И если именно сегодня видите и думаете, что нет, тут нужно что-то прояснять, или получаете какое-то известие, информацию, может быть, даже в средствах массовой информации, то тогда не теряйте времени даром. Здесь конкретно нам говорят, если ты в это веришь, если ты этого хочешь, у тебя это дело обязательно продвинется. Хорошо, что это еще значит? Раскрытие ваших талантов, может быть, даже тема, как я говорила, занятости, достатка в доме или вашего дохода, она может быть расширена через дополнительный доход или получение должности. Но часто мы тут по этой карте, как сдаем их жизненный экзамен, у кого-то буквально, мои дорогие, может быть, вы получаете какой-то сертификат, документ или готовитесь к получению. Вам нужно именно получить какую-то важную, опять же, бумагу. Но иногда это жизненный экзамен. И это вот этот выбор, который я говорила по первой части. Но любая тройка, мы смотрим вперед. Это уже карта будущего. И, кстати, работа в команде. Может быть, это и не сама работа, но тут пентакли. Это просто продолжение того выбора, который вы делаете по первой позиции. И я вижу так. Что это еще означает? Правда, получение какой-то важной бумаги. Ну, может быть, у кого-то виза, а у кого-то одобрение, может быть, там высокой инстанции, разрешение, может быть, вы ждали. У кого-то контракт, контракт по работе, у кого-то контракт, опять же, мы все разные, брачный контракт. Но это паж земли, и вот в этой колоде, обратите внимание, счастливый молодой человек показан. В одной руке он держит конкретно пакет, письмо, то есть какая-то бумага, я об этом говорила. А под мышкой как будто сжимает так книгу, он готов учиться. Все пажи– это вестники, раз, и готовность к учебе, к разной учебе. Может быть, это мы адаптируемся к жизни. Все вокруг меняется. И как мы осознаем, что, ну да, даже вот хотел бы что-то вернуть из прошлого, ну, наверное, все равно придется перестраивать. Жизнь, мир идет вперед. Поэтому готовность как к обучению и радость вам это все приносит. Поэтому знание– сила буквально для вас, мои дорогие близнецы, что-то изучать. Ну, правда, кто-то язык, может быть, будет изучать, кто-то язык программирования, кто-то будет искать возможности, ну, такое для себя запасной аэродром создать по финансам и, значит, осваивать какое-то ремесло. И опять же, через изучение. Но когда выпадает эта карта, особенно в этой колоде, нам говорят, твое изучение или вот новые знания, они не пропадут даром. В последующем ты это переложишь и сделаешь какой-то финансовый, может быть, скачок вперед, потому что нам это приносит конкретно материальную выгоду. Ладно, давайте, к чему это все идет. Королева жезлов– это та, которая прошла, точнее, это сильная позиция, но и она и сопряжена с опытом, потому что много каких-то минусов испытала королева жезлов, это просто как сигнификация, может быть, как и человека, так и вас самих, может быть, это вы в какой-то период сентября будете в этих энергиях, и она понимает, что нет, мне нельзя повторить какой-то печальный опыт, мне теперь нужно как-то более хитро-мудро действовать, чтобы не найти еще раз те старые грабли. И здесь конкретно тут ум, сознание, интеллект идет в этой колоде карт по королеве жезлов. Но она умеет хранить молчание. Она умеет никому ничего заведомо, ну, не обещать, что ли. Или не рассказывать о своих планах. Только, может быть, одному-двум или кому это следует. Она что-то просчитывает. Вы никогда не выведаете ни чужие, ни ее собственные тайны. Может быть, и карта, к чему все идет. Может быть, человек вам такой встретится, да? Может быть, и конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Стрелец или, опять же, асцендент. Да, здесь есть такое, знаете, внутреннее желание, горение. Иногда для вас, мои дорогие девочки, это будет говорить, и это вы притягательны для мужчин. А для вас, мои дорогие мужчины, есть женщина просто, даже не в знаках зодиака дело, которая вас влечет, физиология.
Она притягивает вас как магнит. Вот такое тоже проходит. Но тем не менее, вот этот огонь, он как бы в сердце, в душе. А наиболее удачлива королева жезлов в правильной работе с информацией. Раз. И распределением денег. Вот примите это к сведению. К чему все идет. Но правда какая-то продолжается развилка, буквально развилка или выбор. И это почему необходимо вам все расставить по местам? Потому что вам нужно завершить какую-то путаницу. И вот сентябрь я правда вижу, когда будет выход из путаницы, выход из лабиринта, по крайней мере, в некоторых вопросах, это точно. Благодаря тем энергиям, о которых я говорила в самом начале и еще до карт. Тут очень хорошая конфигурация, когда и внешне что-то складывается, и вы сами настроены. Поэтому тут не пойдешь направо и налево одновременно. И нам как бы тоже путь подсвечен. Слушайте свое сердце, слушайте свою душу. Вам ваша душа мудрая, она будет давать правильные подсказки. И, может быть, не все вы можете измерить с позиции логики или просчитать с материализма, иначе будут какие-то иллюзии. А нужно именно где-то принять во внимание, что есть еще, ну, знаете, как подсознание или что-то такое непознанное на уровне чувств. А делать выбор надо рационально. Вот вам нужно действительно объединить и чувства, и мысли, к чему все идет, и сделать вот такой выбор. Весь мир будет, как будто у ваших ног. Я говорю часто, когда выпадает эта карта. Карта реализации планов. Любого, по сути дела, плана. Может быть, поэтому нам говорят, что если ты действительно этого хочешь, или ты, если себе доверяешь, то тогда у тебя все получится. Верь в себя. Вот самая, наверное, основная карта во втором знаке судьбы. И слушай свою душу. Но это карта гармонии, это карта праздника, эта карта говорит о том, что нет ничего невозможного. Третий знак судьбы. Вы можете куда-то поехать. Вы можете тут что-то и переиграть так же, как будто мы уезжаем с одного места и выбираем что-то другое. Эта карта иногда говорит о переезде, когда мы буквально место жительства меняем. Может быть, на время, может быть, вы и на постоянной какой-то основе уже рассматриваете варианты. Но ведь это тоже карта выбора, мои дорогие. Но если первые две позиции, да, если первые два знака, тут конкретно нам выбор, старший аркан. Здесь тоже нам где-то говорят, выбор еще раз будет присутствовать. Вот, мои дорогие, 3 знака судьбы и 3 выбора в сентябре вам предстоит сделать. Может быть, вам даже кажется, что это такое что-то незначительное, а на самом деле это формирует ваше счастье и ваше благополучие. Поэтому вполне вероятно, выборы будут и личная жизнь, может быть, и вопросы дома. У кого-то это касается вашего творчества, заработков, а у кого-то конкретно и еще и перемещений, мои дорогие. И вот когда мы ищем выход по восьмерке кубков, и мы его находим, мы уже теперь точно знаем, что мы будем делать. Сам ангел выходит навстречу. Я бы сказала, не бойтесь слушать свою душу. Вот вам 3, по сути дела, позиции, 3 знака говорят, что, ну, наверное, какой-то рационализм не должен давлеть. Ваши чувства имеют значение. Может быть, ослабить нужно какой-то контроль над самим собою или самой собою. Ну, в хорошем смысле, да. Ну, я не говорю, что это какое-то стопроцентное доверие. Но ведь, правда, не все мы можем решить с позиции логики. А есть вот то, которое очень сложно даже облечь какую-то словесную фразу. Но это вот что-то, оно крайне важно в нашей жизни. Это эмпатия, это любовь, это дружба настоящая, это взаимопомощь, выручка, поддержка. Поэтому надежные люди для вас не на последнем месте. Давайте посмотрим, что это, с чем это связано. Император. У кого-то согласование в высоких инстанциях. У кого-то это вы можете быть такими несговорчивыми императорами. Или ваш партнер может быть таким императором. Такое тоже вполне допускаю. Конечно, по этой карте идет организация, я об этом говорила. Ну, лидерство тут никуда не денешься. И структура. Нам сам император в роли ангела.
Поэтому, может быть, и вам придется брать какую-то долю ответственности или согласовывать. Я уже об этом говорила. Нам снова карта повторяет, видимо, на протяжении сентября не просто самому определиться, а еще это сложить, ну, с какими-то организациями, структурами, может быть, проконсультироваться у юриста, адвоката или у чиновников. Что-то вы хотите тут переложить на более конкретные рельсы. Что это еще значит? Ну, даже нечего говорить. Посмотрите, одна из лучших карт в колоде на деньги, на финансы и одновременно где-то и на отдых тоже. Эта карта конкретно и удовлетворение от проделанной работы или получение уже какого-то результата. Это когда жизнь упорядочена, как люкс жизнь, можно буквально так сказать, когда изобилие, процветание, мои дорогие, когда мы сами никуда не торопимся. Правда, будет период отдохнуть, перевести словно дух, привести и мысли в порядок тоже. И вам это необходимо, потому что есть многозадачность, правда. Все три варианта нам о выборе. К чему все идет? Не просто будет делать эти выборы. Вам словно ни вправо, ни влево. Вот если вы сами себе определились с чем-то, тогда примите к сведению. Может быть, и согласования у кого-то не так гладко, быстро, ровно пройдут. Придется балансировать. И вам Марс в весах будет помогать. Дважды, трижды, я бы даже сказала. Но есть что-то у вас очень важное, когда это и вдохновляет вас, и делает вас более легкими на подъем. Ну, вы и так по этой части молодцы, мои дорогие, но, видимо, тут какое-то особое состояние души. Может быть, как в детстве, когда мы свободны от меркантильности, когда мы легче этот выбор, ну, как-то делаем. Но и баланс вам придется решать, держать точнее, потому что есть и на нашем материальном все же плане то, что вот как согласование, да, вопросы финансов, ну, никуда не денешься, тут какие-то эмоции только путаницу, хаос несут. И вот, видимо, вам придется балансировать между реальностью и между чувствами, эмпатией и сложить вот в какой-то красивый узор. Поэтому баланс совершенно необходим. И на последующий период как будто тоже может быть с продолжением в октябре. Может быть и внутренний баланс где-то, да. Вы тоже можете быть, ну, к примеру, не совсем согласны. Если бы прежде вы сказали так наотмашь, нет, так вот не будет никогда. А вот теперь вы задумаетесь, а почему нет? А может быть и я заблуждаюсь, а может быть нужно просто какие-то варианты, вот, ну, обходные пути найти, или вот как-то этот баланс выдержать, и кто знает, может быть, для меня это большие плюсы принесет. Вот таким был наш прогноз, мои дорогие любимые близнецы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.